Сегодня мы обратимся с вами в глубокую древнюю историю человечества в период, который ученые называют мезолит. Закончился последний ледниковый период, крупные животные, так называемая мегафауна, вымерла, люди обрели речь с развитой фонетикой и грамматикой, приручили первых домашних животных, возникает музыка и танцы, углубляются языческие религиозные представления. Формируются первые племена. В сегодняшней игре мы с вами выступаем в роли древнего вождя. Будем принимать в племена новичков, отстраивать поселения, зарабатывать авторитет для своей общины в настольной игре Мезолит. Игра рассчитана от 2 до 5 игроков. В зависимости от количества игроков меняется количество жетонов предложений. Лишние убираются обратно в коробку. И выбирается нужный жетон порядка хода. Они двусторонние и рассчитаны от 2 до 5 игроков. Мы оставляем сегодня только тот, который рассчитан на троих. Колода карт племени тоже настраивается под количество игроков. Вы просто убираете лишние карты обратно в коробку. И формируется таким образом, что карты эпохи 1 находятся сверху, затем идут карты эпохи 2, и в самом конце идут карты эпохи 3, после чего это все завершается двумя финальными картами событий, они немножко отличаются по цвету рубашки. После этого мы формируем два ряда предложений. Вниз мы открываем столько карт, сколько игроков за столом, плюс одна карта. А сверху кладем столько карт, сколько игроков за столом, плюс 4 карты. То есть, если мы играем втроем, то сверху у нас получается 7 карт, а внизу 4. Если карта события оказывается внизу, мы ее перемещаем наверх и все равно формируем так, чтобы внизу у нас было 3 плюс 1, вверху 3 плюс 4. Есть еще карты построек. Они также разделены на 3 эпохи, первую, вторую и третью. Вы их по отдельности перемешиваете и берете столько, сколько указано в правилах в специальной таблице. Вот на троих игроков вы берете 2 карты эпохи 1, 2 карты эпохи 2 и 4 карты эпохи 3. Постройки первой эпохи сразу же открываются в верхний ряд. Остальные пока откладываются в сторонку. Рядом располагаются жетоны еды и очков авторитета. Каждый игрок выбирает себе тотем своего цвета. Они случайным образом расстанавливаются на жетоне порядка хода. Первый игрок получает 2 жетона еды. Например, я синий, беру себе 2 жетона еды. Второй и третий игрок получают по 3 жетона еды. И вы готовы играть в игру Мезолит. Игроки ходят в том порядке, в котором располагаются их тотемы на жетоне порядка хода. Сначала верхний, потом второй и так далее. В свой ход игрок берет свой тотем и ставит его на любой свободный жетон предложения. Когда он его туда ставит, он тут же выполняет то действие, которое нарисовано на этом жетоне. Все действия по сути одинаковые. Вы берете карту или карты с нижнего или верхнего ряда предложений. Я поставил свой тотем на этот жетон, который говорит мне о том, что я должен взять одну карту внизу и одну карту вверху, причем порядок этих действий вы сами определяете. Вы можете сначала взять карту сверху, потом снизу или наоборот. Я, допустим, возьму себе эту карту снизу и, скажем, такую карту сверху. Полученные карты вы размещаете в свое племя. Карты одинакового типа рекомендуется размещать в стопку так, чтобы на них оставались видны символы сверху. Например, если бы я себе попозже взял такую карту, то я бы положил ее так, чтобы просто были видны символы. Давайте рассмотрим карты, какого типа бывают. Начнем с изобретателей. У нас их тут перед нами нет, но я их заранее себе отложил. Вот так выглядят карты изобретателей. На них изображены значки изобретений. Всего этих значков 10 видов. Они все указаны в правилах, особого значения они не имеют, главное, что они разные. В
конце игры вы умножаете количество карт изобретателей, которые вы смогли раздобыть, на количество разных символов. На них и получаете столько очков. Ну вот, например, если бы в конце игры у меня была вот такая ситуация, это значит, что я себе набрал 1, 2, 3, 4, 5 различных изобретателей. 2 из них имеют одинаковые символы, то есть всего 4 вида символов и 5 изобретателей. То есть 4 × 5 – 20. Следующий тип карт – это охотники. Есть 2 вида охотников с символом еды и без него. Вот я себе взял охотника без символа еды, а есть еще вот такие охотники с символом еды. Когда вы берете себе в племя охотника без символа еды, вы ничего не получаете. А вот когда берете себе охотника с едой, то вы получаете по 1 жетону еды за каждого охотника, который у вас есть в племени, независимо от того, с едой они или без. Вот если бы была вот такая ситуация, я бы себе взял вот этого охотника, я бы получил себе 2 еды. Плюс охотники пригодятся вам во время события охота, о котором мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. Собиратели – это вот такие карты. Во время приема в племя еду не приносят, но будут очень полезны во время события пропитания, о котором мы тоже поговорим попозже. Шаманы – вот такие вот карты. Вот. Естественно, тоже никого прокормить не могут, но опять же во время событий ритуал тот игрок, у кого больше всех звезд на картах шаманов, получит очки авторитета, а тот, у кого их будет меньше всего среди всех игроков за столом, наоборот, эти очки потеряет. Похожая история с художниками. Они будут приносить очки во время события наскальные рисунки, плюс в конце игры каждая пара художников принесет вам по 10 очков авторитета. И 6-й тип карт персонажей – это строители. Они в конце игры принесут вам такое количество очков, какое указано в нижней части карты. А еще они нужны для того, чтобы вам было проще покупать карты построек. Давайте, раз уж мы говорили про постройки, посмотрим на эти карты. Их можно получить так же, как обычные карты, и добавить себе в племя, но за них нужно заплатить. Цена указана в верхней части карты постройки. И вот тут как раз нам могут пригодиться строители. На картах строителей есть скидка в еде. И если вам нужно, например, купить вот такую карту постройки, которая стоит 4 еды, и у вас есть в вашем племени строитель, минус 1 еда, это значит, что за эту постройку вам будет достаточно заплатить только 3. Сами постройки, конечно, дают вам очки в конце игры, они вот здесь указаны, и какие-то бонусы в процессе. Они удобно расписаны на последней странице правил. Ну, например, вот это у нас что делает? Во время события пропитания у вас есть скидка в 1 еду от общей суммы, которую придется заплатить за каждого из персонажей, собирателей в данном случае. Там есть разного типа карты похожие. Когда все игроки сделали свои действия, они возвращают свои тотемы обратно на жетон порядка хода. И чем ближе ваш тотем расположен к вот этому жетону порядку хода, тем выше вы можете занять место. Да, то есть первым возвращается вот этот, затем возвращается вот этот, а затем возвращается вот этот. То есть чем ближе вы находитесь к этому жетону, тем раньше вы будете ходить в следующем раунде. Кроме того, первый игрок у нас получает 2 еды, второй игрок ничего не получает, третий игрок наоборот теряет еду, и если у него нет еды, он теряет минус 2 жетона престижа. Так что с одной стороны, получить вот здесь 2 карты с верхнего ряда, это, конечно, выгодно, но с другой стороны, вы в следующем раунде наверняка будете ходить последним, ну и гарантированно потеряете ресурсы. Важные карты в игре – это события. Я обещал вам про них рассказать. Их нельзя себе забирать в племя, а в конце раунда все события, которые находятся в нижнем ряду, отыгрываются в порядке расположения. Их может быть сразу несколько здесь. Кроме вот этого события, которое называется пропитание, оно разыгрывается всегда последним. Что это за события? Их всего 4 вида. Первый вид событий – это охота. Вы получаете столько жетонов еды и столько жетонов престижа, сколько охотников в вашем племени. Вот, например, у меня 2 охотника, соответственно, 2 жетона еды и 2 жетона престижа я себе получу с этого события. Следующий вариант события – это ритуал.
Как я уже говорил, тот игрок, у кого больше всего звезд на картах шаманов, получает столько жетонов престижа, сколько указано на карте события. В данном случае 10 очков престижа. А тот, у кого меньше всего, наоборот, теряет столько очков, сколько на этой карте указано. В данном случае минус 5 очков. Дальше. Наскальные рисунки. Тут мы смотрим, сколько у игроков карт художников. И если вот здесь на карте написано у вас в племени от 0 до 1 художника, то вы теряете минус 2 очка престижа. А если у вас больше 2 художников, то вы получаете 2 очка престижа за каждого художника в вашем племени. Ну и пропитание. Вот она у нас здесь лежит. Когда разыгрывается эта карта события, за каждую карту персонажа, которая есть в вашем племени, вы должны заплатить по 1 жетону еды. Если вы не можете за всех заплатить, вы теряете по определенному количеству очков репутации за каждого голодного персонажа. Они тоже разные в зависимости от эпохи. Тут вам полезны будут как раз собиратели. Они дают вам скидку в 3 еды, то есть каждый собиратель может сам себя прокормить, плюс еще 2 карты персонажей. Когда все события разыграны, вы их отправляете в сброс. Сбрасываете также все некупленные карты с нижнего ряда, перемещаете все некупленные карты с верхнего ряда вниз и снова пополняете оба ряда так, чтобы внизу было карт по количеству персонажей плюс 1, а вверху по количеству персонажей плюс 4. Карты разделены на 3 эпохи. Когда из колоды выходит первая карта новой эпохи, вы перемещаете все некупленные карты построек с верхнего ряда в нижний ряд и выкладываете постройки новой эпохи в верхний ряд. И так, по сути, продолжается 10 раундов. В последнем раунде вы отыгрываете все события, даже находящиеся в верхнем ряду, и подсчитываете финальные очки. Кто набрал больше всех, объявляется победителем. Ну что я могу сказать? Это очень добротная и умная игра. Это одна из тех игр, в которой очень простые правила, но при этом невероятная глубина. Ведь по сути все, что вы делаете, добавляете карты в свое племя. Больше никаких вариантов действий нет. Если вы объясняете правила игры, вам нужно просто сказать, что вы должны взять свой тотем и отсюда переместить куда-нибудь вот сюда. Все остальное в игре происходит в зависимости от этого хода. Можно даже сыграть пару-тройку пробных раундов, не объясняя нюансы событий и так далее, чтобы новички сами поняли, что к чему и к каким последствиям приведет то или иное решение. И тут появляется та самая глубина, последствия. Если вы наберете много персонажей и не запасетесь едой, проигнорируете шаманов, не подготовитесь к событию или упустите выгодное предложение. В общем, на мой взгляд, это отличный выбор как для начинающих игроков, так и для тех, кто ищет что-то новое в сфере умных стратегических настольных игр. У игры отличная реиграбельность, потому что события замешиваются в колоду по-разному и выходят по-разному, и карты построек на разные партии тоже разные. Сами вы можете испробовать различные тактики, и игра в этом плане, похоже, неплохо сбалансирована. Единственное, что, возможно, не хватило в плане продакшена, это какое-то обозначение, кто каким цветом играет. Вы-то свой тотем помните, а вот остальные игроки, кто какого цвета, не так просто запомнить, а в игре с достаточно высоким уровнем взаимодействия зачастую это немаловажно. Но это все мелочи, которые легко решаются. В остальном у меня от игры только позитивные впечатления и от игрового процесса, и от оформления. С точки зрения дизайна игрового, игра отлично сбалансирована. В нее нельзя играть спустя рукава. Всегда нужно следить за ситуацией на столе, что делают соперники, какие события уже вышли, а какие ждут впереди. Ведь каждого вида событий в игре по одному на каждую эпоху, но видов всего 4, их легко запомнить с первого раза. Тут нужны шаманы, там нужно будет пропитание, тут художники, там охотники. И классно, что эти события из эпохи в эпоху становятся более сильными с точки зрения как положительных, так и отрицательных эффектов. На что-то можно забить, чтобы вылезти за счет чего-то другого. Наверное, рискованно совсем игнорировать здание. В общем, тут действительно есть во что поиграть. Так что
однозначная рекомендация с моей стороны. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.